сегодня же ребята отснимали там, да? Снимали. Вот, и ролик будет. Когда ролик будет? Ролик будет, наверное, часа через полтора часа. Через полтора часа. Все Да? готово. Все готово, да? Ну, хорошо, значит, тогда ролик. Сегодня тогда ролик и этот ролик, да? Да. Хорошо. Готовы? Да. Да, готово. Поехали. Добрый день, уважаемые участники проекта. Не вебинар. Короткий ролик, да, необходимость которого зрела достаточно давно, потому что вопросы некоторые, мы их рассматривали на вебинарах, но они что-то запутались, затерялись, и возникает снова и снова и снова. Есть некоторые недопонимания, но в основном недопонимание из-за чего? Ну, наверное, из-за того, что многие пытаются трактовать все это на уровне первоначальных бизнес-планов, бизнес-идей, без учета того, что поезд уже тю-тю проехал сколько, да? И ситуация уже другая. Но уже станции столько-то прошли, уже воронка неопределенности. Вот смотрите, я сейчас постараюсь нарисовать. Вот, допустим, путь, который мы должны были пройти. Ну, он некий извилистый. Значит, есть дисперсия, величина отклонения событий вот здесь, вот так, да? И, соответственно, события могут вылететь вот так. Если мы здесь берем положительное значение, здесь отрицательное, да? Вот, в две стороны они могут вылететь отсюда. Но по мере того, как мы движемся с вами, ну, допустим, мы сейчас переместились с вами вот в эту точку, вот такая дисперсия у нас с вами. И вот получается вот так, да? Значит, у нас получается, да, даже перевернуто, вот так, что то, что уходит вверх, у нас событийность, вероятность событий выше, а отрицательные события внизу, их вероятность меньше. И чем дальше мы движемся по линейке, вот, допустим, подходим к следующей точке, у нас с вами вообще она улетает вот так вот вверх, да? Это значит то, что положительный результат уже совершенно другой. Отрицательная вероятность возникновения отрицательного результата стремится к нулю. Вот, поэтому, дойдя до сегодняшнего дня, мы прошли какой-то определенный путь, и, допустим, вот говорить о том, что вероятность того, что мы не сделаем фундаменты, равна нулю. Сделали. Поставить каркас, вероятность, что не поставим каркас, нулю. Потому что мы поставили. Что ограждающие конструкции сделаем, сделано. Поэтому вот эти события, они уже ушли. И вероятность отрицательного события нулевая. Есть некоторые события, которые должны произойти, но еще не наступали эти события. Либо мы их не делали, либо не приступали. Вот там, по этим событиям, может быть какой-то отрицательный эффект. Но с каждым днем вероятность отрицательного результата ниже, ниже, ниже. Поэтому и дисконты меньше, 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 меньше. Это как раз вот к дисконтам. Кстати, сегодня произошло одно событие на стройке, которого никогда не было. Вообще никогда. Вот что бы мы там ни делали, какие бы операции технологические ни делали. Вот сегодня технологическая операция одна произошла, которую мы никогда не делали. Наверное, сложно догадаться, что это. Да? Ну, это обычно то, чем женщины дома занимаются. Но некоторые мужчины тоже. Полы начали мыть. ПКТБ начали мыть полы. Подметать, мыть полы. Там, говорят, электровеник. Что такое электровеник? Пылесос, да? А механический веник? Ну вот, сейчас механический веник приобрели, такая телега катишь, сметает, убирает. Вот, ну, наводим порядок. Настало время. Зачем это делаем на этом этапе уже? По-моему, ясно и понятно, что наличие и отсутствие мусора кардинально влияют на культуру производства. И, как говорится, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. Вот то, что накопилось сейчас, вот панели мы завозили,
распаковывали, разбирали, там же осадки были, пыль была. Все. Ну, сейчас появились свободные места, свободные площади, пространства, мы их убираем. Это первое. Зачем это необходимо, чтобы пыль не расползалась? А второе, в тех местах, где мы сейчас приступаем к монтажу оборудования, прежде чем его монтировать, оно уже завезено, нужно что? Навести порядок, помыть полы, чтобы потом под ним не лазить. С чем вас и поздравляю. Новый этап. И этот этап свидетельствует о том, что мы с вами уже подходим к очень интересным событиям. Очень интересным событиям. И вы на роликах видели, сколько оборудования завезено. Но, наверное, на роликах видеть это одно, в роликах, в фильмах, а совершенно другое, когда ты ходишь между этим оборудованием. Плюс ко всему, сейчас из окон первого этажа на левую сторону здания лучше не смотреть. Страшно становится. Там такие кучи грунта идут. Копаются по левой стороне траншеи, кладется подушка песчаная, под уровень выкладывается, потом коммуникации, потом опять песок, ну и закрытие. Все эти работы идут. Почему? Нам надо закончить по левой стороне все это дело, выровнять, засыпать, выровнять и опять положить плиты для того, чтобы начать по правой стороне работать по прокладке теплотрассы уже на нашей площадке. Вот для этого. Все эти работы сейчас делаются, движутся. Это приятно и хорошо. Самое главное, что обеспечивать эту динамику финансами, я понимаю, для всех не такая простая задача для всех инвесторов, участников проекта. Непростая задача, но она результативная. И чем быстрее мы с вами закончим строительство, чем быстрее запустим в работу оборудования, тем быстрее придем к финансовому результату. Какой же финансовый результат нас интересует? Прибыль, распределение дивидендов. Это интересует всех. И нас в том числе. И вот основной вопрос, который я хотел сегодня обсудить, рассказать о нем, еще раз рассказать, это о структуре предприятия на сегодняшний день и о том, как же будет проходить подсчет стоимости акций, все то, что будет предшествовать самому процессу акционирования. Что надо будет сделать? Эта работа будет совместно с Solar Group, потому что Sovalmash для этого должен иметь некоторую информацию, да, и Solar Group должен иметь некоторую информацию, но все должны понимать технологию и методику, как это будет проходить. И для начала давайте разберемся со структурой учредительства Sovalmash. Значит, если мы все это очертим кругом, то, как я говорил на разных этапах, 49% сейчас принадлежит 49% доли принадлежит Solar Group. Solar Group. Почему 49? Потому что не 50. Потому что Solar Group не является резидентом Российской Федерации. Это иноагент. Если доля Solar Group больше 49%, значит, все предприятие управляется иноагентом, и целый ряд льгот, программы, все, дорожка закрыта. До свидания. Значит, дальше что? 40,5% сейчас за компанией АС ИПП.
АСПП – это инициатор всего этого проекта и держатель технологии основной. АСПП, в свою очередь, учредителями АСПП являются 3 физических лица. Это Иванов Сергей Александрович, это основной разработчик программного обеспечения. Вот то, что сейчас ПО болгарки, мотор-колесах, это его продукт. Это его интеллектуальная деятельность, работа. Второй – это Яковлев Игорь Николаевич. Он гендиректор компании «Соволмаш», потому что все это вот «Соволмаш». Да? Он гендиректор «Соволмаш», и он является одновременно и учредителем, одним из 3 учредителей АСПП. И третий – это Дуйнов Дмитрий Александрович. Вот, 3 учредителя. И им опосредованно, этим 3 лицам, по 5%, как и оговаривалось, будет принадлежать СЭМ, Соволмаш. Потом при акционерах. Значит, вот это вот все оговорено 30% принадлежит за этими 3 лицами. Значит, и по 5% принадлежит 2 физическим лицам. Это Дуюнов Евгений Дмитриевич и Блинов Вадим Леонидович. И плюс 0,5% это Зарина Тамара Николаевна. И мы видим, если вот сейчас здесь 45, а здесь 3. 15, да? А где же остальные? Вот если мы 0,5 откинем, а 40 отнимем 15, остается сколько? 25%. Вот 25%, которые мы оговаривали на начальных этапах, когда создавали всю эту структуру, они сейчас находятся в управлении, в ведении АСПП. И вот эта вся структура четко, ясно, понятно. Что же это за 25%? Значит, эти 25% резервированы, в управлении они пока будут находиться и находятся за АЭС и ПП. Зачем такой резерв держится, заранее оговоренный? А затем, что, исходя из опыта, не только нашего, но и мирового опыта, часто и густо происходят всевозможнейшие совместные учредительства, совместное слияние, образование корпораций, прочее, где идет переуступка долей одной компании к другой и так далее. Допустим, Соволмаш уступает долю в какой-то компании, Соволмаш, соответственно, для гарантии, уступает долю свою в своей компании. Это при организации уже очень крупного бизнеса, достаточно крупного. И, естественно, на начальных этапах мы закладывали, что мы станем крупным бизнесом. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а мы мечтаем стать фельдмаршалом с вами. Поэтому немножко побольше. Поэтому, чтобы потом в дальнейшем не было каких-то обид между учредительствами, разбирательствами, вот чьи-то интересы ущемились, потому что, каждый лучше не дать сразу, чем дать, а потом забрать. Вот ребенку возьми, дай игрушку, да, а потом говорит, отдай обратно, да, и чего получишь? Хорошо, если он тебе песочницу или еще что-то вдогонку, да. Вот, поэтому лучше не додать, а потом дать, да. Вот. Это, как всегда, умные продавцы на рынке. Приходишь, да, он тебе там взвешивает, а потом, когда взвесил, деньги берет, он тебе туда еще, да, добавил. Хотя то никто не знает, что у него весит, и брешут, обвешивают, но человеку приятно. Вот. Поэтому, понимая, как строится бизнес, выстроена такая структура. Ну, а 49% это то, что сейчас предуплатили все те, кто инвестирует в проект. Они, в принципе,
предоплатили покупку доли из этих 49%. Когда мы с вами подойдем к процессу акционирования, будет капитал, который мы будем акционировать. Это некий капитал, давайте это отложим. Некий капитал. Он делится на материальные, нематериальные активы. Вот здесь, допустим, материальные активы, это здесь не материальные активы. Но все это активы. Тут и интеллектуальная собственность, масса всего. Вот эти материальные активы и вот частично эти, они создавались за счет привлекаемых инвестиций. Вот 49% от этой будет уходить на акционирование. И мы говорили, что когда вот говорили, вот деньги, там вот мы столько-то съедает Solar Group, столько-то идет туда. Ну, это как всякая партнерская часть поедается. Как же делить между всеми участниками вот то, что будет? Мы прекрасно понимаем, что есть для того, чтобы провести акционирование, каждый, кто будет владельцем акций, на него должна быть заполнена анкета эмитента. Что она все включает? Ну, когда будем акционироваться, нам надо будет выбрать депозитарий. Депозитарий – это хранитель акций. Обычно это банк определенный. И у него есть требования, прописанные законом, какие данные каждый акционер должен представить. Это вот анкета эмитента, так называемая. Solar Group должен собрать по всем, кто инвестировал, собрать эти данные. Часть этих данных, ну, скорее всего, может быть и не собрана. Часть будет зарубежная, часть там санкции, там часть какие-то взаимоотношения политические и так далее. Вот эта часть распределением и доставкой средств до каждого предоплатившего, купившего и ставшего, по сути, акционером, этим будет заниматься Solar Group. Остальные будут через анкеты, через акционирование, будут прямыми потребителями, приобретателями акций. Но я думаю, те, которых что-то будет не гораздо, их будет не так много. И со временем все-таки там данные будут нормализоваться, будут находиться способы, как все-таки эти акции перешли непосредственно тем, кто их оплатил. Просто такие ситуации могут быть. Я более чем уверен, что никогда не будет так, чтобы все 100% все было хорошо. Но это не значит, что мы, не собрав все данные, не сможем приступить к акционированию. Это неправильно. Теперь как делить? Там много разговоров. Одна акция, $1, стоимость, там все что угодно. Но я знаю, откуда она идет, вернее, предполагаю. Это когда мы смотрим Росатом, Роснефть, Газпром, там где-то вот Митчелл, там вот где-то приблизительно так она идет. Почему такая цена? Удобно торговать. Удобно обслуживать, потому что за обслуживание платим. А тут как быть? Значит, алгоритм такой. Нам необходимо будет выявить самый мелкий пакет, ниже которого нет, да? И вот на эти 49% капитал, который приходится, на эти 49% материальных, нематериальных активов, акционируемые, поделить на стоимость вот этого минимального пакета, который есть, долю. И тогда смотрим, вот эта вот минимальная доля, а сколько же вот таких минимальных долей в пакете у каждого человека. И вот тут-то выяснится очень интересная картина. А у одного там 4,12. А у кого-то, допустим, 3,02. У кого-то 100
и 12 или там 11 сотых. А у кого-то 95, 83. Что с этим делать? Два варианта. Вот, допустим, тому, у кого вот больше, чем 95, 0,5 после запятой, можно доплачивать, да? Докупать. А у кого-то округлять, что ему возвращать. Бардак будет неимоверный. Плюс ко всему возникнут налоговые обязательства. Значит, второй вариант, как можно сделать. Вот этот минимальный пакет уменьшить. Допустим, в 2 раза. И опять пересчитать. И таким образом прийти к такому делению каждого пакета, чтобы количество знаков после запятой, или вот эта вот остаточная часть, не превышало там, определенного процента, 0,5% или еще сколько. И в одну, и в другую сторону. Да, будет некоторая несправедливость. Некоторая несправедливость. Но если эта несправедливость будет в пределах 1% от суммы, я думаю, это не так страшно. Или 0,5%. Потому что даже при покупке товара в магазине на развес мы прекрасно понимаем, что весы нас с вами налюбливают. Вот я в свое время опубликовал статью «Тихо счетчики гудят», где показал, что каждому жителю Советского Союза энергоснабжающие компании должны вернуть где-то так, в среднем по $1000. Почему? Потому что когда мы приобретали счетчики, нам говорили, не, ставить нельзя, сразу на поверку. А вот когда на поверку в РЭС приносишь, они тебе его загоняют, поверители, вернее. Они тебя загоняют, он у тебя переучитывает электроэнергию. Потому что там потери, там еще что-то. А вот когда я взял и померил приборами, которые действительно поверенные, соответствующего класса, оказалось, что у меня счетчик на 7%. А теперь представьте, завод ферросплавов, у которого там 15%, по-моему, было, сейчас точно врать не буду, да, у которого на каждые 8 печей, на каждой печи стояло по 3 трансформатора по 10 мегаватт. 30 мегаватт на 8, 240 мегаватт потребляемая мощность. Вы представляете, там что? Так же и по заводам. Поэтому любая система измерения дает погрешность. И точно так же здесь я более чем уверен, что будут погрешности. Что с ними делать? Вариант один – докупать, доплачивать. Либо, допустим, где-то докупать, а где-то... Либо, третий вариант. Сделав предварительные расчеты, можно посмотреть и предложить программу по выравниванию вот этих явлений. Но это уже будет ближе к концу. Поэтому, когда вы спрашивали, а вот там 13-й этап, извините, 13-14, любой этап, да, там 30 месяцев завершения, это будем ждать или еще что-то. Вы знаете, во-первых, то, что мы часть средств надо будет закладывать в оборотные средства, они тоже учитываются как активы материальные. А часть можно будет, если мы начнем расчеты своевременно, можно будет сказать, уважаемый, вот мы тебе рекомендуем здесь остановиться, да? Чтобы было нормально. Либо сам решай, либо наоборот добавить, да? А кому-то добавить и так далее. Поэтому надо будет сделать расчеты и их показать, обнародовать. Для того, чтобы не только обзванивали, говорили, предупреждали, чтобы каждый мог посчитать. Для этого у него в личном кабинете должна быть информация, и мы должны уже ближе к акционированию, это ближе к концу года, к началу следующего года, мы должны выложить эту информацию. И тогда каждый посчитает. Вот эта идея, почему появился $1, одна акция, я вам сказал. Очевидно, отсюда исходили товарищи, которые так говорили. Какова же будет реальная стоимость акции в процессе акционирования? Я еще раз повторюсь.
акционирования. Но вот что дальше будет с ценой? Как только первые акции, то ли от физического лица, то ли, может быть, даже и вот эти вот, которые я говорил, 25%, да? А никто нам не мешает их выставить, часть отсюда выставить на продажу. Не ущемляя никого, да? И вот тут возникает тот момент про IPO, о котором мы с вами говорили. О котором много говорили раньше. Я говорил, что не спешите, придет время. Придет время, да, там и листинговые, и IPO, всего придет. Но для того, чтобы это происходило, чтобы можно было посмотреть, и чтобы каждый уже мог принять себе решение о том, торговать акции или не торговать, что с ними делать, и как быть. Нужны определенные действия, нужен некоторый задел, и нужен актив, с которым ты будешь работать, потому что ты же не придешь и не скажешь, слышишь, отдай сюда, мы тебе там дали, отдай сюда и выставь туда, да? Это не сделаешь никак. И вот там домыслы всякие. Я на определенном этапе до конца не стал рассказывать про это дело и запутывать, потому что было бы непонятно. Надо было пройти определенный путь, чтобы понять, к чему все это дело. Я думаю, что вот начиная с сегодняшнего дня мы постепенно, шаг за шагом будем разбирать эти вопросы. Я думаю, обсуждений будет много, вопросов будет много, но мы будем двигаться. Я думаю, будет более понятно, что, зачем делается, как делается. Потому что на ранних этапах говорить об этих процессах, было бы, по крайней мере, смешно. А сегодня, на сегодняшний день, это не то, что не смешно, это уже становится актуально. Поэтому у нас с вами где-то год есть на обсуждение, осмысление. Кто-то, может, внесет свои предложения, как быть. Кто-то примет решение о увеличении пакета, уменьшении пакета. Но это будет процесс. И чем ближе мы будем подходить к запуску проекта, подходить к моменту акционирования, тем вот эта вот воронка, да, отклонения будет становиться все меньше, меньше, меньше. И наши действия, и направления наших действий будут более четкие и более понятные. Внимательно, прошу, уважаемые, внимательно слушайте, что я говорю. Если есть вопросы, задавайте, только вы готовьте их, пожалуйста, своевременно, чтобы мы на вебинарах время тратили с вами с толком, и не приходилось по 10 раз одно и то же отвечать в основном хейтерам, потому что кто не хейтер, те задают очень дельные, хорошие вопросы, своевременные. Может быть, даже было бы целесообразно Александру Судареву вопросы направлять, чтобы мы уже готовили материалы некоторые. Может быть, мы не только на вебинарах, может быть, мы будем представлять и в другой форме эти материалы. Будем обсуждать с вами, будем обсуждать в чате, например, в чате номер 1, либо специально сделать чат для обсуждения. Тут только желательно туда не приглашать людей, которые не являются участниками проекта, а именно участники проекта. Потому что вопрос более чем серьезный. И поймите правильно, допустим, вот тратить время на подготовку к ответу вопроса, тратить время на сами ответы на вопросы я буду. Это необходимо. Но с меня никто не снимает другие задачи, которые я должен решать. Всем спасибо. Хороших вам выходных. До новых встреч. Берегите себя. До свидания.